Всем привет! В этом видео я читаю русские народные сказки, которые, скорее всего, многие из вас не слышали, и рисую. Это фольклорный сборник Александра Николаевича Афанасьева. И, скорее всего, эти сказки подходят для прослушивания взрослым. Поэтому перед тем, как включать детям, пожалуйста, прослушайте сами. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы начинаем. В некотором царстве жил богатый купец. Помер купец и оставил 3 сыновей на возрасте. Старшие 2 каждый день ходили охотничать. В одно время выпросили они у матери младшего брата Ивана на охоту. Завели его в дремучий лес и оставили там, с тем, чтобы все отцовское имение разделить между собой на 2 части, а его лишить наследства. Иван, купеческий сын, долгое время бродил по лесу, питаясь ягодами да кореньями. Наконец выбрался на прекрасную равнину и на той равнине увидал дом. Вошел в комнаты, ходил, нет никого, везде пусто. Только в одной комнате стол накрыт на 3 прибора, на тарелках лежат 3 хлеба, перед каждым прибором по бутылке с вином поставлено. Иван, купеческий сын, откусил от каждого хлеба по маленькому кусочку, съел и потом из всех 3 бутылок отпил понемножку и спрятался за дверь. Вдруг прилетает орел, ударился о землю и сделался молодцем. За ним прилетает сокол, за соколом воробей, ударились о землю и оборотились тоже добрыми молодцами. Сели за стол кушать. «А ведь хлеб да вино у нас початы», — говорит орел. «И то правда», — отвечает сокол. «Видно, кто-нибудь к нам в гости пожаловал?» Стали гостя искать вызывать. Говорит орел. «Покажись-ка нам, коли ты старый старичок, будешь нам родной батюшка, коли добрый молодец, будешь родной братец, коли ты старушка, будешь мать родная, а коли краснодевица, назовем тебя родной сестрицею». Иван, купеческий сын, вышел из-за двери, они его ласково приняли и назвали своим братцем. На другой день стал орел просить Ивана, купеческого сына: «Сослужи нам службу, останься здесь и ровно через год в этот самый день собери на стол». «Хорошо», – отвечает купеческий сын, – «будет исполнено». Отдал ему орел ключи, позволил везде ходить, на все смотреть, только одного ключа, что на стене висел, брать не велел. После того обратились добрые молодцы птицами – орлом, соколом и воробьем, и улетели. Иван, купеческий сын, ходил однажды по двору и усмотрел в земле дверь за крепким замком. Захотелось туда заглянуть. Стал ключи пробовать, ни один не приходится. Побежал в комнаты, снял со стены запретный ключ, отпер замок и отворил дверь. В подземелье богатырский конь стоит, во всем убранстве. По обеим сторонам седла 2 сумки привешены, в одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить. Богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно до того самого дня, в который должны прилететь его названные братья. Как только проснулся, запер он дверь, ключ на старое место повесил и накрыл стол на 3 прибора. Вот прилетели орел, сокол и воробей, ударились о землю и сделались добрыми молодцами, поздоровались и сели обедать. На другой день начал просить Ивана, купеческого сына, сокол: «Сослужи же службу еще 1 год». Иван, купеческий сын, согласился. Братья улетели, а он опять пошел по двору. Увидал в земле другую дверь, отпер ее тем же ключом. В подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве. По обеим сторонам седла сумки прицеплены. В одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить, богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно столько же времени, как и прежде. Проснулся в тот самый день, когда братья должны прилететь. Запер дверь, ключ на стену повесил и приготовил стол. Прилетают орел, сокол и воробей, ударились о землю, поздоровались и сели обедать. На другой день поутру начал воробей просить Ивана, купеческого сына: «Сослужи же службу еще 1 год». Он согласился. Братья обратились птицами и улетели. Иван, купеческий сын, прожил целый год один-одинеханек. И когда наступил урочный день, накрыл стол и дожидается братьев. Братья прилетели, ударились о землю и сделались добрыми молодцами. Вошли, поздоровались и пообедали. После обеда говорит старший брат орел: «Спасибо тебе, купеческий сын, за твою службу. Вот тебе богатырский конь. Дарю со всею сбрую».
и с золотом, и с камнями самоцветными. Средний брат, сокол, подарил ему другого богатырского коня, а меньший брат, воробей, рубашку. «Возьми», — говорит, — «эту рубашку пуля не берет. Коли наденешь ее, никто тебя не осилит». Иван Купеческий сын надел ту рубашку, сел на богатырского коня и поехал сватать за себя Елену Прекрасную. А об ней было по всему свету объявлено, кто победит Змея Горыныча, за того ей замуж идти. Иван Купеческий сын напал на Змея Горыныча, победил его и уж собрался защемить ему голову в дубовый пень. Да Змей Горыныч начал слезно молить просить: «Не бей меня до смерти, возьми к себе в услужение, буду тебе верный слуга». Иван Купеческий сын сжалился, взял его с собою, привез к Елене Прекрасной и, немного погодя, женился на ней, а Змея Горыныча сделал поваром. Раз уехал купеческий сын на охоту, а Змей Горыныч обольстил Елену Прекрасную и приказал ей разведать, отчего Иван Купеческий сын так мудр и силен. Змей Горыныч сварил крепкого зелья, а Елена Прекрасная напоила тем зельем своего мужа и стала выспрашивать: «Скажи, Иван Купеческий сын, где твоя мудрость?» «На кухне, в венике». Елена Прекрасная взяла этот веник, изукрасила разными цветами и положила на видное место. Иван Купеческий сын, воротясь с охоты, увидал веник и спрашивает: «Зачем этот веник изукрасила?» «А затем, — говорит Елена Прекрасная, — что в нем твоя мудрость и сила скрываются». «Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в венике?» Елена Прекрасная опять напоила его крепким зельем и спрашивает: «Скажи, милый, где твоя мудрость?» «У быка в рогах». Она приказала вызолотить быку рога. На другой день Иван Купеческий сын, воротясь с охоты, увидал быка и спрашивает: «Что это значит? Зачем рога вызолочены?» «А затем, — отвечает Елена Прекрасная, — что тут твоя сила и мудрость скрываются». «Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в рогах?» Елена Прекрасная напоила мужа крепким зельем и безотвязно стала его выспрашивать: «Скажи, милый, где твоя мудрость, где твоя сила?» Иван Купеческий сын выдал ей тайну: «Моя сила и мудрость вот в этой рубашке». После того опьянел и уснул. Елена Прекрасная сняла с него рубашку, изрубила его в мелкие куски и приказала выбросить в чистое поле, а сама стала жить с Змеем Горынычем. Трое суток лежало тело Ивана Купеческого сына по чисту полю разбросано, уж вороны слетелись клевать его. На ту пору пролетали мимо орел, сокол и воробей. Увидали мертвого брата и решились помочь ему. Тотчас бросился сокол вниз, убил с налету вороненка и сказал старому ворону: «Принеси скорее мертвой и живой воды». Ворон полетел и принес мертвой и живой воды. Орел, сокол и воробей сложили тело Ивана Купеческого сына, спрыснули сперва мертвою водою, а потом живою. Иван Купеческий сын встал, поблагодарил их, они дали ему золотой перстень. Только что Иван Купеческий сын надел перстень на руку, как тотчас обратился конем и побежал на двор Елены Прекрасной. Змей Горыныч узнал его, приказал поймать этого коня, поставить в конюшню и на другой день поутро отрубить ему голову. При Елене Прекрасной была служанка, жаль ей стало такого славного коня. Пошла в конюшню, сама горько плачет и приговаривает: «Ах, бедный конь, тебя завтра казнить будут», – провещал ей конь человеческим голосом. «Приходи завтра, красная девица, на место казни, и как брызнет кровь моя на земь, заступи ее своей ножкою. После собери эту кровь вместе с землею и разбросай кругом дворца». Поутро повели коня казнить. Отрубили ему голову, кровь брызнула, красная девица заступила ее своей ножкою, а после собрала вместе с землею и разбросала кругом дворца. В тот же день выросли кругом дворца славные садовые деревья. Змей Горыныч отдал приказ вырубить эти деревья и сжечь все до единого. Служанка заплакала и пошла в сад в последний раз погулять, полюбоваться. Провещала ей одно дерево человеческим голосом: «Послушай, красная девица, как станут сад рубить, ты возьми одну щепочку и брось в озеро». Она так и сделала, бросила щепочку в озеро,
Щепочка оборотилась золотым селезнем и поплыла по воде. Пришел на то озеро Змей Горыныч. Вздумал поохотничать. Увидал золотого селезня, дай, думает, живьем поймаю. Снял с себя чудесную рубашку, что Ивану Купеческому сыну воробей подарил, и бросился в озеро. А селезень все дальше, дальше, завел Змея Горыныча вглубь, спорхнул и на берег, оборотился добрым молодцем, надел рубашку и убил змея. После того пришел Иван Купеческий сын во дворец, Елену Прекрасную расстрелял, а на ее служанке женился и стал с нею жить-поживать, добра наживать. Ну что, такая вот сказка. Как вам? Я считаю, что русские народные сказки – это удивительный мир, который уходит своими корнями в глубокую древность. Они передавались из уст в уста, формируя культуру и мировосприятие нашего народа. Напишите в комментариях вашу любимую сказку и почему она вам нравится. Я с удовольствием почитаю ваши истории. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи!